Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Обязательно оставляйте комментарии внизу под этим видео. Много комментариев. Много. И перешлите, пожалуйста, этот выпуск своим друзьям, родственникам и всем, кто любит вкусно покушать. Потому что это божественно, это невероятно, это вы просто не забудете никогда. Давай попробуем. Давайте попробуем. Только моим подписчикам сегодня в эфире мы расскажем секретный рецепт брускетты итальянской свекрови. Да, это секретный рецепт, она его сама модернизировала. Вам понадобится красный, вкусный, сладкий лук. Огурчики такие вкусные и хрустящие, что вы не сможете удержаться. Сразу их съесть. Каперсы, тоже все маринованное, видите, все маринованное. Просто все покупаете в магазине. Тунец у нас с консервы в оливковом масле. Смотрите, какой красивый тунец у нас. Ну и все как обычно, соль, перец, но здесь нужно быть осторожными, потому что все уже такое солененькое. Может, не будем солить? Может быть, и не будем, потому что у нас еще домашний майонез, кстати, нам понадобится, и вкуснейший хлеб твой. Домашний. Отлично. В майонезную вот эту вот всю историю по 2 столовые ложки всего, каперсов, естественно, не 2 столовые ложки, а на вкус чуть-чуть, да, совсем, вот, брависсимо. И лук, буквально здесь вот хлеб, опять же, мы как делаем, в духовке, да, мы решили делать. Да, я сейчас сделаю еще побольше хлеба, поэтому это мало, да? Конечно. А какие самые классные итальянские комплименты говорят мужчин, итальянцы, да? Во-первых, они тебя так глядят со страстью, да, вот так вот, и потом скажут «sei bellissima», «sei fantastica». Что я должна ответить? «Sei mitica», ты скажешь «grazie mille» И уй. Ну как, это как, смотря какие планы у тебя. Значит, если ты занята или не занята. На самом деле, итальянцы очень любят дарить просто так комплименты. И, кстати, и женщины, и мужчины, знаешь, вот. Особенно... Женщины искренне. Ты знаешь, да. Особенно вот у меня подруги, женщины, которые, знаешь, ну вот я про них, кстати, в блоге тоже рассказываю, там 50+, они такие очень за собой ухаживают всегда, знаешь, очень любят аксессуары, очень любят красиво выглядеть, да? Красиво выглядеть. Прекрасное настроение. Да, и когда, да, я вот если не в настроении выхожу, то я как-то так, знаешь, не очень, а если в настроении и с укладкой, и с макияжем, им всегда комплимент, говорят, Джулия, come sei bella, sei bellissima, вот так они говорят. И женщины, и мужчины, да, на самом деле, даже в бар заходишь, тебе вот так вот комплименты делают. И самооценка, и настроение улучшается. Ты, кстати, говорила, что итальянки, они ходят в салон, да, как в булочную. Это правда, да. Они покупают на месяц, и даже у нас вот, знаешь, иногда бывает, вот не хватает сил, да, сделать там укладку, выходишь как-то, у нас 99-летние бабушки выходят с укладкой, у них абонемент. Это вот. так прекрасно, Да. слушай. И даже если будет мировой кризис, в Италии все закроется, все магазины закроются, все фабрики закроются. Не закроются только булочные и парикмахерские. Лук вкусный, сладкий. Смотрите, по настроению, как у вас утро начнется. Не бойтесь экспериментировать. Да. И смотрите, что мы делаем. Мы берем... ой, какая опять красота. Я отправляюсь. Да. Еще один. Смотрите, как красиво. Сама лепила Дарья. Майонеза можно побольше. Это домашний майонез, кстати, можно сделать тоже. Мамма мия, que bon. И смотрите, можно чуть-чуть совсем даже... Как красиво получается слоеный. Да, все сюда. Буквально вот 2 столовые ложки, как я говорила. Можно чуть-чуть. Я люблю. Смотри, наверное, я порежу все-таки огурчик еще. А артишоки можно не резать, они так нормально пробьются. Смотрите, каперсы буквально щепотку. Помните вот эту? Давай сделай так. Давай. Оп. Так надо повыше. Да, давай. Вау, классно. Немножко добавим сюда, ну как немножко, я люблю тунец, поэтому вы меня простите. В оливковом масле, напоминаю. В оливковом масле тунец из Испанского залива. Вот выловлен был вчера, замаринован. В Средиземном море. Да. А огурчики тоже, они добавляют такую пикантность, немножко вот так вот, видишь? Так крупно их порубите, потому что там уже... Браво, да. Чего я парюсь? Крупный вообще? тунец. Напишите рецепт ваших маринованных огурцов. Кстати. И мы обязательно их сделаем в прямом эфире. В комментариях. Точно. Огурцы в комментариях. И поставьте огурцы в комментариях. Есть такой знак, кстати, огурцы? Все это взбиваем. Не солим, не перчим, потому что все уже тут соленое.
обожаю лукс, вот этот сладкий, и он добавляет немножко пикантности. Прекрасно, прекрасно. Шикарно. Прекрасно. Ну что, Я прям чувствую, что это идеальная получилась вещь. давай попробуем. Давай попробуем. Соли не надо, точно. Мгм. Но вообще насыщенный вкус. Насыщенный вкус, да? Мгм. Мне кажется, всего достаточно сейчас. Это очень интересно будет с хлебом сочетать. Кстати, хлеб, его же нужно перевернуть. Блин. Да, и не забывайте про хлеб. Не забывайте. О, какой он красивый, О друзья. май гад. Не, он красивый. Некоторые выжили. Ставьте таймер, не забывайте про духовку, не делайте так, как я, и не Наших повторяйте ошибок. моих ошибок. Да. Счастливые часов не наблюдают, я с тобой согласна. Да. Мама мия, кебан. Бунисим, посмотрите, какой красивый хлеб. Это тыквенный, да? Просто вот этот хлеб можно вот так просто есть, без ничего. Да, посмотрите, можно вот тоненьким слоем, или, как говорил Винни-Пух, можно без хлеба это есть. Нет, я шучу, конечно. С хлебом можно побольше, да? Как вам нравится? Можно еще присыпать это все, знаете, у кого есть на огороде зелененький лучок такой вот маленький, можно все это для красоты присыпать. У кого есть огород? Да, у кого Ты есть... хотел? Ты любишь? Нет. Я с тобой. Но ты знаешь, мне моя подруга говорит, после 50 ты изменишь свое мнение. А извините меня, мне уже Ты почти думаешь? 43, и я так к огороду не питаю особых чувств. Хотя, Знаешь, вот в детстве ты картошку сажала? я не только сажала, я ее окучивала и выкапывала. Я жуков собирала. Все было. Ты тоже? Да. Но вот кто вырос на картошке, мне кажется, тот к огороду уже больше не хочет. Эти плантации с картошкой. Так, ну что, попробуем брускетту с тунцом? С удовольствием. Единственное, знаешь, Ира, у меня испанское жаркое солнце, я немножко подгорела, мне кажется. Да, я тебя понимаю. Сейчас у меня для тебя кое-что есть. Так, что это интересно? Сейчас я тебе принесу Я марбельский подарок, который спасет тебя от палящего солнца и не О позволит май твоим плечам гад. гореть. Ты знаешь, вот Боже Коста-дель-Соль не зря так называется. Здесь минимум 320 Я обожаю эту солнечных шляпу. дней в году, поэтому очень важно прятаться от солнца, если хотите продлить молодость, красоту, не заиметь морщины преждевременно. А ты видишь бутерброд? Да, я его вижу. Бонissimo. Ну тебе получше? Мне вообще все просто Великолепно. великолепно. Я теперь в этой шляпе буду ходить всегда. Теперь так буду выглядеть Единственное, всегда. тебе в самолет нужно купить, 2 места будет. Да, или в самолет купить. Вот я вот думаю. Лучше самолет. Да. Друзья, напишите в комментариях, что Как купить самолет? Мгм. Тунцом более насыщенный вкус, Мгм. а с помидором он такой более свежий. Мне нравятся обе. Спасибо большое тебе за рецепты и за участие в моем выпуске. Я Это благодарю было тебя. великолепно. Это было так прекрасно. Если честно, я очень благодарна тебе за приглашение. Говорящая шляпа. У нас впереди еще много выпусков. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях все, что думаете и что хотите. Да, и напишите шляпу эту как нормально вам.